Всем привет! Решил с вами поделиться записью разговора с IT-рекрутером из одной очень известной компании. Упоминание о названии компании я, конечно же, вырезал, и лицо тоже не буду показывать. Я думаю, вам это видео будет полезным, интересным. Вы сможете видеть, какие обычно задают вопросы IT-рекрутеры, и сможете заранее к этим вопросам подготовиться. Но прежде чем мы перейдем к этой записи, хотел напомнить, что я запускаю курс по подготовке к собеседованию. Поэтому, если вы сейчас думаете о поиске работы, да, своей первой работы, или, может быть, думаете поменять работу, то этот курс точно для вас. Это будет двухнедельный курс по подготовке к собеседованиям. Хотелось немножко сказать о преподавателе. Это очень опытный преподаватель, действующий тим-лид, сеньор iOS-разработчик, у которого более 10 лет опыта в разработке. И у него есть очень богатый опыт в проведении собеседований, да, на работу. Поэтому на этом курсе будут рассмотрены наиболее встречаемые вопросы, да, которые встречаются на собеседовании. И вы сможете не просто заучить ответы на эти вопросы, но и сможете понять, как правильно и почему так нужно на эти вопросы отвечать, чтобы успешно пройти собеседование и, так сказать, получить оффер на работу iOS-разработчиком. Пишите, пожалуйста, мне в личку, если хотите записаться. Я запишу вас в лист ожидания, и как только соберется группа, мы стартуем обучение. Итак, дальше смотрим запись видеоразговора с IT-рекрутером. Да, добрый день, Джон. Максим, добрый день. Да, как комфортнее общаться на ты или на вы? Лучше на «ты», наверное. Хорошо. Давай еще раз представлюсь. Меня зовут Максим, я являюсь рекрутером компании. Ага, Сначала я хотел бы задать пару вопросов по твоему опыту, потом расскажу о нас и про процесс собеседования. хорошо. Подскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, твою роль и основные обязанности? Ну, сейчас я работаю над своими проектами. На технологии, получается, Swift2I, а в основном архитектура приложения MVM. Это, получается, приложение, небольшое приложение игра и приложение для автошколы, для испанского рынка, Мгм. где, получается, где это можно заходить, проходить тесты и смотреть результаты и прогресс. Мгм. Технология Swift2I, да, используем. Так, я правильно понимаю, что это в основном фриланс, правильно? Да, 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 сейчас да. И сейчас я сосредоточен на поиск работы, да, пока сейчас я не привязан к какой-то компании, да, поэтому можно так Хорошо. сказать. Так, а был ли у тебя опыт вообще, в принципе, в работе в Да, компании? да-да-да. Я вот полтора года работал в компании, выполнял тоже проекты для школы, онлайн-школы, там, чтобы учет студентов, вот это все, прогресс студентов. И работал над проектом, там, где клиенты могли записываться, смотреть запись свою, когда отменять вот цену, вот это все, вот учет, так сказать, клиентов внутри приложения. Мгм. Так, хорошо. Подскажи, пожалуйста, как ты считаешь, какие твои сильные стороны? То есть, что, в чем у тебя хорошая экспертиза? Ну, я работал с UX-китом, когда начинал только, это 2019 год, 2018 год. Потом Sprite Kit, но сейчас последние 2-3 года я именно упор делаю на SwiftUI, поэтому я считаю, что с SwiftUI я уже хорошо достаточно разбираюсь. И, конечно, UX тоже знаю, да, и могу внутри приложения совместить и SwiftUI, и UX, не проблема. Но одно из преимуществ то, что я стараюсь как бы делать работу не так, чтобы как бы сделать, а чтобы было хорошо, чтобы код был чистый, чтобы в будущем легко можно было поддерживать, а также тесты писать, чтобы могли его изменять этот код и ну, поддерживать код тоже было в будущем хорошо. Ну и коммуникация, потому что я работал ну, с большими командами тоже. Тут что, если непонятно, то я не боюсь там спросить, то есть не отсиживаюсь до последнего момента, чтобы там в последний момент сказать, что когда нужно сделать что-то, да, зарелизить, а я не готов или что-то не так, то как бы Мгм. коммуникация, мне кажется, тоже одна из сильных сторон. Мгм. А был ли у тебя опыт работы с CI/CD? Что? CI/CD был ли у тебя опыт работы? Уточни, что это такое, что ты имеешь в виду, что это? Давай сейчас тебе скажу. Это наподобие фастлайна. То есть, Нет, нет, не был. А это для чего нужно? Я посмотрю, ну, поизучаю. сейчас тебе скажу. Это относится к agile практикам. Автоматизация развертывания позволяет разработчикам сосредоточиться на выполнении задач. Вот. То есть это Автоматизация. такое. Нет, я это не Ну да. применял. Мгм. Хорошо. А если мы поговорим про слабые стороны, то есть как ты считаешь, в чем у тебя еще недостаточная экспертиза? Ну, я бы так, наверное, еще больше поизучал бы по тестам, да, и автоматизация тестов. Вот это у меня еще слабая сторона. И по базам данных мне надо еще подтянуть знания и квалификацию. Например, ну, я с Мгм. Core Data работал,
Например, с Alloy Fire тоже работал, но как бы не углублялся в эти библиотеки, поэтому здесь мне кажется, надо еще это больше изучать. Вот. Я больше Мгм. именно по интерфейсу, так чтобы интерфейс сверстать, вот, и данные перекидывать между экранами, между вот, и над архитектурой, вот в этом я разбираюсь. А именно вот такими тонкостями, вот, которые сейчас озвучил, надо мне больше, конечно, чтобы изучать. Мгм. Окей. А почему, в принципе, начал активно искать работу? Потому что хотелось бы также поработать в команде, потому что когда ты один над проектами, да, ты все равно как бы, понятное дело, есть свобода, ты можешь сам изучать или сам делать то, что ты хочешь, но хотелось бы тоже так же, как и раньше, поработать в команде, потому что тогда ты, так сказать, держишь руку на пульсе и знаешь, что требуется, и интересные проекты, поэтому это намного эффективнее, так сказать. Можно навык держать на уровне, чтобы быть востребованным на рынке. Вот. Мгм. Окей. Так, хорошо. И у меня там последние два вопроса. Где ты сейчас находишься? Хотя я указал в резюме Санкт-Петербург, но это так, чтобы отклик был больше, но я в Испании нахожусь. По номеру моего телефона Мгм. видно, что я в Испании, Да, не в РФ, к сожалению, да. Не знаю, будет ли да. это проблема или нет, не знаю. Да, отчасти, потому что у нас только работа разрешена с территории РФ, Беларуси, Армении и Казахстана. Мгм. То есть удаленки из Европы не получится, да, получается? Да, к сожалению, да. Мы выдаем свое оборудование, и, к сожалению, да, в связи с последними событиями в прошлом году у нас, так сказать, был подрядчик, который рассылал оборудование по разным странам, вот, и сейчас это невозможно сделать, это нужно трудоустраиваться только вот в странах, которые я перечислил. Вот, Мгм. Понятно, понятно. как-то Очень, так. очень жаль. Тебе такой формат, я так понимаю, не окей, правильно? Я как бы выездной, конечно, по Европе, да, но обратно в Россию там или там в эти страны не Мгм. хотелось бы, конечно. Я понял. Комфортнее Ну, здесь, в Европе мне. мы можем поступить каким образом? То есть, если что-то вдруг изменится, вот, то Мгм. есть, и ты сможешь там переехать в Россию или там в страны, которые я перечислил, то мы можем опять связаться с тобой и обсудить там более Мгм. подробно вот вакансию, как бы, потому что сейчас мы, к сожалению, тогда, Я понял, получается, да, из не этих сможем, да, ограничений, да-да, я встретиться. понял. Хорошо, Да, тогда, если да, что, я буду на связи. Спасибо тебе огромное. да. И давай я еще подсвечу пару моментов, да, вот, касаемо, то есть, там, секций, чтобы ты, в принципе, знал, да, Мгм. вот, то есть у нас секции проходят в два этапа. Первый этап — это дев-скрининг, вот, это набор теоретических вопросов, а, там буквально занимает 1 час, вот. Второе интервью у нас идет, это секция программирования, вот, набор различных задач, там, в районе от 3 до 6 штук, вот, длительность у него 1,5 часа. Мгм. Вот. И, соответственно, после этого, после этих двух секций мы обычно собираем там, так сказать, фидбэк от двух интервьюеров, вот, и определяем твой финальный грейд и смотрим, какие проекты подойдут тебе больше всего, вот, и какие команды готовы будут пообщаться. Вот, Понятно. соответственно, после этого мы бы перешли как раз вот к этапу именно оформления и оффера. Вот. Понял, понял, понял. Да, Мгм. если вдруг, тогда предлагаю остаться на связи, если вдруг Мгм. что-то изменится, вот, то можем еще раз созвониться и все подробнее обсудить. Понял. Вот. Спасибо Да, огромное. да, да, очень жаль. Вот, но да, Ну, было тоже удачи в приятно поиске пообщаться работы. и познакомиться, и все, успехов, до связи. Взаимно, взаимно. Все, счастливо, пока.